Приветствую, друзья! Скажите, что если кто-то вас вдруг спросит: вот вы в жизни кто? Игрок или наблюдатель? Овца или волк? Раньше, если бы меня такое спросили, я бы просто развел руками. Но все изменилось после того, как я посмотрел фильм Майкла Манна «Соучастник». Именно Майкл Манн через свой фильм и задает нам эти вопросы. Ответы на них способны заставить нас взглянуть по-другому не только на свою собственную жизнь, но и на то, что происходит в обществе в целом. В общем, сегодня поговорим с вами о фильме «Соучастник», чтобы понять, чему эта история нас учит, какой главный жизненный урок она нам преподает, и что на самом деле скрывается за названием этого фильма. Так что оставайтесь, будет не только интересно, но и полезно. Был такой небезызвестный американский психотерапевт Ролло Мэй. Часто в своих работах он использовал популярную метафору игры в мяч, допустим, бейсбол. В ней он сопоставлял позицию игрока, как активно действующее лицо на поле, с позицией зрителя на трибуне, который переживает, кричит, хлопает, но по большому счету повлиять на игру никак не может. Этим примером Мэй хотел показать, что главная проблема многих из нас, рядовых жителей планеты Земля, заключается в том, что мы смотрим на собственную жизнь как зрители на игру, а не участвуем в ней как игроки на поле. Мэй говорит, что вместо того, чтобы предпринимать активные действия и двигаться вперед в нашей жизни, мы, напротив, занимаем пассивную позицию зрителя и предоставляем каким-то внешним силам возможность определять нашу судьбу, надеясь, что они сами приведут нас к нашим мечтам. Хотя в глубине уверен, многие из нас понимают, что шансы на такую развязку совсем призрачны. Такой подход скорее приводит к седым волосам и профуканной жизни. В древности эту проблему решали очень просто. Каждый мальчик из племени для того, чтобы стать мужчиной, должен был пройти некий обряд инициации. Это было своего рода посвящение, где через определенные испытания достигалась адаптация индивида к сложностям окружающей среды. Нередко доходило до того, что молодого парня просто брали и оставляли ночью в неизвестном лесу, где разгуливали хищники. И тут под давлением смертельной опасности мальчик должен был забыть о своем привычном мире и сделать все, чтобы добраться до своей внутренней агрессии и пустить ее в ход, чтобы выжить. В противном случае он становился легкой добычей для волков. Пройдя инициацию, молодой человек обретал ту необходимую жесткость, уверенность в себе, делая способным отвечать трудностям и двигаться в сторону своих мечт. Правда, нужно сказать, что бывали и случаи, когда мальчик возвращался в племя, живым, невредимым, только вот порой душевно травмированным. Получалось так, что лес или джунгли влияли на него так сильно, что парень вдруг начинал акцентировать свое внимание на все изъяны и недостатки общества, в котором он уже находился, одновременно переставая видеть его хорошие стороны. Такой перспективой он обнаруживал, что оно, общество, по сути не так уж и сильно отличается от того, чего он видел в лесу, потому продолжал действовать ровно так, как и там, отрицая все моральные и культурные нормы. Такого человека еще называют нигилистом, от латинского слова nihil – ничто. Понятно, что многие проблемы в обществе никуда не делись. Как тогда, так и сейчас они требуют от нас собранности, решительности, порой даже агрессивности. Но разве это повод становиться волками по отношению друг к другу и действовать по закону джунглей? По сути, в «Соучастнике» режиссер Майкл Манн отправляет нас вместе с главным героем в путешествие по ночному лесу. В данном случае это ночной Лос-Анджелес, чтобы вместе с ним мы прошли этот так называемый обряд инициации. Если герой осознает свою проблему и выживет, то он вернется уже не пассивным наблюдателем, а активным игроком, способного изменить не только свою жизнь, но и жизнь вокруг себя. Еще мы узнаем, при чем тут овца и как, казалось бы, слабое безобидное животное может победить грозного волка и этим поменять правила игры.
А вот и он, наш сегодняшний учитель. Это Винсент, серьезный мужчина в деловом костюме. Своим видом он как серый волк одновременно очаровывает и пугает. Когда он появляется в аэропорту Лос-Анджелеса и необычным образом обменивается портфелями с Джейсоном Стейтемом, мы понимаем, что этому парню есть что скрывать. Винсент – это не просто новый парень, прилетевший по делам. Он наемный убийца, киллер. И он здесь ровно на одну ночь. И за это время он должен успеть выполнить заказ по устранению 5 человек. А это Макс, главный герой истории. На фоне Винсента он смотрится никчемным неудачником, робкий, нерешительный. Он тень, маленький человек в огромном городе, работающий ночным таксистом. Его жизнь – это рутинный график, с которым, кажется, он уже смирился. Однако вместе с этим мы подмечаем, что Макс отличается от других таксистов. Он пунктуален, аккуратен, и у него все на своем месте. И мы понимаем, что он вроде как метит на что-то большее, чем просто водитель такси. Так есть. У Макса есть мечта. Он хочет стать кем-то и сбежать от своей заурядной жизни. Такси? Нет, я здесь временно. Подхалтурить, срубить деньжат. Я заведу свое дело. Что за дело? Лимузины на прокат. Остров Лима. Будет остров на колесах. Покой, чудо, клубная атмосфера. Приедете на нем в аэропорт, не захотите выбираться. Звучит неплохо, причем все представляется так, будто он в шаге от реализации своего плана. А водитель такси, как он говорит, это только временно. Но когда мы слышим повторяющиеся отговорки, Ну, оформить надо мерседесы в лизинг. Персонал, клиентуры и все такое. и что при каждой неприятной ситуации он уходит от реальности, доставая фотографию одного из Мальдивских островов, и что он не может попросить номер телефона понравившейся пассажирки, мы понимаем, что тут не все так прекрасно. Позже, когда мы узнаем, что эта временная подработка ночным таксистом длится уже 12 лет, тут его проблема прорисовывается полностью. Проблема Макса в том, что он считает, что может достичь своих мечт, не рискуя и не выходя за пределы своего привычного мира. Его мягкость и нерешительность держат его на месте. Внешне он показывает, кем он хочет быть, то есть владельцем успешного бизнеса. Но внутренне он не готов на это. В этом персонаже многие из нас могут узнать себя, простого парня, который мечтает в жизни о большем. Но постоянное убегание от трудностей, которые требуют решительных действий, приводит к тому, что это большее так и не наступает. Метафорически говоря, такси Макса – это клетка, ловушка, в которой он застрял на 12 лет, и самостоятельно выбраться из нее, кажется, он уже не способен. Значит, что мы имеем? С одной стороны, желание Макса, то есть он видит себя владельцем успешного бизнеса, что отражает позицию игрока. С другой стороны, его главную проблему – изъян, то есть его неспособность решительно действовать и двигаться в сторону своих мечт, что отражает позицию наблюдателя. Нужно сказать, что Макс олицетворяет собой не только позицию наблюдателя, но и позицию овцы. Если первая больше обращена вовнутрь человека, показывая его отношение к собственной жизни, то позиция овцы обращена во внешнюю среду. Это такая позиция в обществе, при которой другие, более сильные представители не брезгуют пользоваться. Попросту говоря, овца – это всегда ресурс, еда для волков. В общем, получается, что желание Макса и его изъян вступают в конфликт. Но чтобы разрешить его сперва нужно осознать. Однако Макс, как мы уже говорили, сам не может этого сделать. Но, как известно, когда внутренняя проблема человека не осознается, нередко судьба сама подкидывает нам обстоятельства, схожими с прыжком в темноту или в темный лес из обряда инициации. И тогда может появиться кто-то, кто даст нам нужный толчок или пинок под зад и заставит открыть глаза на жизнь. Этот кто-то может быть нашим проводником или соучастником по пути нашего изменения. И это не обязательно положительный герой, скорее наоборот. Ведь только встретившись с волком, овца быстрее всего может понять, что она овца. И этим получает право на выбор, оставаться быть ею и дальше или попытаться что-то поменять. И вот в аэропорту Лос-Анджелеса среди тысячи приехавших туристов Макс подбирает именно Винсента.
Между ними завязывается довольно дружелюбный разговор, где Винсент представляется обычным туристом, ничего особенного. Никакой угрозы от него не исходит, наоборот. Он довольно открытый и приятный в общении, пусть и с немного мрачноватым взглядом на современный мир. 17 миллионов человек. Будь город страной, шел бы по бюджету 5-го в мире. Здесь людям нет дела друг до друга. Тут мужик, я читал, спустился в метро и умер. Народ входил, выходил. Не заметил никто. Но мало ли у кого какие мысли, разве это может вызвать подозрение? К тому же история о парне, который умер в метро и не был замечен в течение 6 часов, тронула Макса. Он услышал другой взгляд на свой город, которого Винсент расценил как разрозненный беспорядок отчужденных людей, которым нет дела друг до друга. Еще Винсент впечатлен идеальной чистотой в машине Макса. Да его навыки таксиста, способного с точностью до минуты спрогнозировать время поездки, он не мог не оценить. Макс же дает понять, что не хочет, чтобы его воспринимали как простого таксиста. Я не собираюсь здесь задерживаться. Так, перекантоваться. У меня планы другие. Это ведь временно. Давно за рулем? 12 лет. Да ну. Угу. Сказав, сколько длится эта его временная работа, Макс невольно разоблачает себя. Винсент понимает, что перед ним типичный наблюдатель, зритель, живущий одними лишь мечтами. Тем не менее, это не мешает Максу быть крутым таксистом, скорее наоборот. Поэтому Винсент, для которого вопрос времени стоит остро, делает Максу предложение. Слушай, у меня тут сделка с недвижимостью, завершение. В 5 мест надо заехать. Поездишь со мной? Нет, такси не берут в аренду. Не положено. Ты серьезно? Ага. Но Винсент умеет убеждать. К тому же водитель такси и представить не мог, что предложение с подвохом и к каким последствиям оно может привести. Тем не менее, одно рукопожатие и сделка приходит в силу. Теперь Макс шофер Винсента на всю ночь. Но не проходит и несколько минут, как последствия этой сделки ударом обрушивается по клетке таксиста. И он просыпается с мертвецом на капоте. Блин! Черт! Нет! Черт! Ты убил его? Нет, я стрелял в него, а убили пули. В одно мгновение безопасный и привычный мир таксиста раскалывается. Он будто просыпается в другой реальности, где перед ним предстает настоящий киллер, наемный убийца и его жертва. Он еще не знает, что Винсента наняла наркомафия, чтобы ликвидировать 5 свидетелей, которые должны дать показания в суде против местного наркобарона. Из-за одного ошибочного решения Макс оказывается в темном лесу из обряда инициации, где главное, что он должен сделать, это выжить. Вопрос в том, как это сделать. Представьте себе человека, маленького человека, наблюдателя, который всю жизнь избегал проблем, конфликтов, сложных ситуаций. И тут на тебе, ты оказываешься пленником холоднокровного киллера. Понятно, что тут фотография Мальдивских островов тут вряд ли поможет. Тем не менее, Макс хочет поступить так же, как и всегда – сбежать. Забирай такси себе. Забрать? Да, забирай. И я пойду. Сбежать и вернуться в свой привычный мир простого наблюдателя, где он и дальше будет просирать свою жизнь. Это все-таки лучше, чем получить пулю. Сядь в машину. Но я же... Садись. Однако Винсенту нужен шофер, причем такой первоклассный, как Макс. И он напоминает таксисту, что у них соглашение на 5 поездок. Ему придется возить Винсента, пока тот не выполнит заказ. Чтобы не оказаться в канаве, Макс вынужден подчиниться. Однако такая ситуация рождает в нем серьезный внутренний конфликт. Он отдает себе отчет, что доставляя Винсента до мест, где он будет совершать свои убийства, по сути делает из него соучастника этих самых убийств. Не хочу тебя злить, не подумай, но я просто не могу возить того, кто убивает других людей. Не моя работа. Не тушуйся. Винсент пытается успокоить его, говорит, что главное не зацикливаться и приспособиться к обстоятельствам. Но для простого парня, наблюдателя, который всю жизнь строго придерживался правил, это вряд ли возможно. Что ты болтаешь? Ты выбросил парня в окно. Что он тебе сделал? Что? Чем он тебе насолил? В ответ Винсент начинает упрекать Макса в том, что он лицемерен в своих переживаниях.
и этим обнажает еще больше свой разочарованный взгляд на мир. 6 миллиардов на планете, а ты взгрустнула из-за одного жердяя. Ты слышал про Руанду? Да, знаю Руанду. Там за сутки убили десятки тысяч. Так людей не мочили со времен Нагасаки и Хиросимы. Ты хоть бровью повел? Я не знаю тех в Руанде. Ту тушу ты тоже не знал. О, боже. Этим примером Винсент показывает, насколько равнодушны могут быть люди к несчастьям и трагедиям, которые не затрагивают их напрямую. И происходит где-то там, непонятно где. Но когда случается что-то, что касается нас лично, мы начинаем реагировать совсем иначе. Этот момент раскрывает, насколько избирательным может быть наше сострадание к чужому горю. Максу нечего ответить, он понимает, что Винсент по сути прав. Все же успокаивает его не это, а тот факт, что люди, которые Винсент должен убрать, преступники. И ты что, должен был эту грязь убрать? Вроде того. Да, Максу становится немного легче, однако это еще не означает, что он готов выполнить условия их соглашения. В его голове все та же мысль убежать из этого хаоса при первой возможности. Пусть он вернется к своей заурядной, прогнившей жизни, но он зато не станет соучастником темных дел своего пассажира. То есть не будет способствовать его убийствам. И вот когда Винсент идет за своей следующей жертвой, у Макса наконец появляется возможность позвать на помощь. Что у тебя, в чем дело? Да вот привязали, тот тип меня связал, он в здании. Понимаешь, крушит все, жуткое дело, я должен Блин. Часто от хаоса или черной полосы в нашей жизни невозможно убежать. Может стать только хуже. Хаос, зло – это часть жизни, часть реальности, в которой, как правило, два пути. Стать соучастником происходящему злу или попытаться остановить это самое зло. Вопрос в том, как это сделать. Как остановить зло, если ты слабый, нерешительный, одним словом, зритель в своей собственной жизни, а в обществе ты беззащитная овца? В таблице мы видим полную противоположность мировоззрения Винсента и Макса. Макс за порядок, и он один из тех, который в точности соблюдает моральные и этические нормы. Винсент же, наоборот, живет по законам джунглей, где сильные поедают слабых. Чтобы получить то, чего желаешь, хорошо бы уметь адаптироваться то к одной стороне, то к другой. Попав в мир хаоса, Макс невольно начинает адаптироваться к нему. Когда благодаря Винсенту он осмеливается постоять за себя перед своим боссом, он, по сути, делает первый шаг к этому. Знаешь что? Скажи ему, что он козел. Давай. Лэнни, ты козел. Скажи ему, если еще раз рот разинет, мы это такси ему в задницу засунем. О, боже. Он начинает понимать, что в жизни более твердая и решительная позиция работает и приносит свои плоды. И с этим герой получает шанс осознать свой изъян и исправить его, после чего изменить и всю свою жизнь. Позже есть момент, когда Макс сам предлагает Винсенту симпровизировать и адаптироваться, но уже к порядку. То есть не убивать свою очередную жертву. Но Винсент отказывается этого делать. Не надо, Винсент, пожалуйста, отпусти его. А мой контракт? Ну ты же сам рассуждал про импровизацию. Мужик тебе нравится, и играй его тоже. Ну так сыграй не по нотам. Импровизация. Забавно. От тебя не ждал. То есть Макс пусть и вынужденно, но все же потихоньку начинает адаптироваться к хаосу. А вот Винсент к порядку наотрез нет. Наконец мы можем раскрыть четырехстороннюю оппозицию в фильме, которая еще больше углубляет конфликт между порядком и хаосом. Макс верит в добродетельное общество и является его частью. Но он ошибается, потому что полного порядка не бывает. Полиция формально за порядок, только вот реально она не особо верит в него. Винсент искренне верит в закон джунглей и является его частью. И он действительно уверен, что он поступает правильно, что мир таким и является, холодным и жестоким. Но он также ошибается, так как он не видит положительных сторон мира. Бандиты, в свою очередь, за закон джунглей, хотя в большинстве своем они осознают, что поступают неправильно. Так что опасным Винсента в первую очередь делает не его навыки первоклассного убийцы, а его жизненная философия. В соответствии с ней у вас только два пути в жизни. Вы можете быть волком или овцой. Винсент выбирает быть волком.
Его костюм, цвет волос – все указывает на это. Ему очень трудно сойти с этого пути, так как в его случае все тянется еще с детства. Мы узнаем, что он никогда не знал своей матери, а его отец был алкоголиком, который безжалостно избивал его и позволил молодому Винсенту расти в чужих семьях. Ни Макс, ни мы, как зрители, не можем проявить большого сочувствия к положению Винсента. Но мы начинаем понимать, что он не просто машина для убийств. Его можно выдать за одного из тех несчастных парней, который прошел обряд инициации и вернулся в свое поселение травмированным или душевно раненым, который озлобился и начал видеть в мире только темные стороны. Его несогласие и отрицание порядков общества – это своеобразная форма протеста, способ психологической защиты, инструмент для уменьшения боли от полученных травм. И выбор профессии киллера – это выбор своей роли в этой его парадигме мира. Появление волка, пробегающего дорогу, как раз показывает нам, кто есть кто в этой машине такси. Винсенту это известно, а вот Максу еще нет. Третье убийство киллера происходит прямо на глазах Макса. И пусть жертва была преступником, но для простого и законопослушного парня это все равно является за гранью. Однако теперь эта ситуация мучит Макса еще больше, так как он осознает, что даже если ему удастся сбежать от Винсента, он все равно останется его соучастником, так как он знал о убийствах и ничего не сделал, чтобы помешать этому. Оставь меня в покое, я все равно соучастник. Тут тебе не игры. Помешать Винсенту Макс пока не может. Это все равно, если бы овца перешла бы дорогу волку. Поэтому сейчас Максу важно понять другое. А именно, осталось ли что-то внутри Винсента, что может заставить его отойти от своей миссии и остановить убийство. Ответить Винсенту не удается, встревает босс Макса, который по рации сообщает, что его мама звонит не переставая, желая знать, где ее сын. Она в госпитале. Ездишь каждую ночь? И что? Что-что, начнут искать такси. К матери ты не поедешь. А разве тебя кто-то спрашивает? Максу ничего не остается, как познакомить мать с киллером, который пришел с цветами и на удивление повел себя очень почтительно. Женщина была так польщена, что заоткровенничалась с ним. И тут впервые в этой истории кто-то, и этот кто-то оказывается самым близким человеком нашего героя, озвучивает проблему Макса. У Макса нет друзей. Он стеснительный и нелюдимый, нехорошо. Мам, сколько я просил этого не делать. Другими словами, она неосознанно указывает на то, что ее сын зритель, наблюдатель в своей собственной жизни. Хотя сразу после этого женщина говорит об его поступках, которые характеризуют ее сына уже как игрока. Он же просто с нуля начинал. И как же взлетел, какие клиенты. Мам. Лимузины для богатых. Вот как. Угу. Он возит всяких знаменитостей. Знаменитости, лимузины для богатых. Конечно, пожилая женщина не уловила, где тут неувязка. Зато Винсент прекрасно все понял. Если Макс обманывает всех, в том числе и себя, что он вот-вот станет владельцем успешного бизнеса, то своей матери шофер говорит, что он уже является им. Перед ней он не постеснялся выставить себя тем, кем безумно хочет быть. Тут ложь Макса в стыдливой форме раскрывается. И для таксиста это такой удар, что он впервые в жизни готов дать отпор обидчику, пусть и неосознанно. Не думая о последствиях, он хватает портфель Винсента и убегает. Все оборачивается так, что Макс бросает его под грузовик и уничтожает архив киллера со списком свидетелей, что он должен убрать. За такое киллер был готов стереть его в порошок. Но ему нужен был список. И как мудрый волк он находит другое решение. Ты сам исправишь дело. В отношении своих нанимателей Винсент всегда сохраняет свою внешность в тайне. Полная анонимность. Это его принцип работы. Поэтому он хочет заставить Макса, чтобы тот выдал себя за киллера Винсента, пошел к наркобарону и повторно запросил у него информацию на оставшихся жертв. Решение, мягко говоря, авантюрное. Таксист с этой задачей вряд ли справится.
Его скорее убьют, но другого варианта у Винсента нет. Призрачность успеха этой затеи еще раз подчеркивается, когда они едут к наркобарону, где Макс лишний раз показывает, что он все еще крепко держится за свой изъян. И несмотря на некоторые признаки изменения, он все еще продолжает быть типичным зрителем, не способный взять под контроль свою жизнь. Да, он почти понял, в чем его проблема, но признать ее он еще не готов. Значит, временная эта работа в такси. Или фантазии. Нет, не фантазии. 12 лет — это не временно. Надо накопить на страховку, аренду, ремонт, персонал, обрасти клиентурой. Считаешь? Но его фантазии моментально улетучиваются, как только он узнает, что ему предстоит сделать. Вдруг я не справлюсь, тогда... Тебя убьют. У тебя 10 минут. Я не справлюсь. Я знаю. У Макса нет выбора, хотя, как по мне, он слишком легко согласился на такую аферу. Если до этого момента, после встречи с Винсентом, Макс был втянут в преступный мир киллера, то есть в темный лес из обряда инициации, то сейчас он буквально добрался до его середины, где ему говорят, что он должен войти в само логово волков. Представьте реакцию наркобарона, то есть главного волка, когда к нему приходит Макс, беззащитная овца, и говорит ему, что список жертв утерян. Что будет дальше, нетрудно представить. А теперь слушай меня, друг Винсент. Но что же происходит на самом деле? Оказавшись под максимальным давлением, когда жизнь буквально висит на волоске, герой вынужден сделать самый важный выбор своей жизни. И это такой критический момент, что убежать или увильнуть от этого уже невозможно. В общем, Макс может продолжать быть тем Максом, который он был все это время, и погибнуть, или осознать свой изъян и попытаться найти выход. Другими словами, остаться овцой и быть съеденной, или адаптироваться, достать свою агрессию и получить шанс выжить. Макс выбирает второе. Что ты сказал? Я сказал, вели уроду за моей спиной убрать ствол, пока я его не вколотил ему в глотку. Озарение Макса заключается в осознании того, что он больше не может оставаться пассивным наблюдателем своей жизни. Он не может быть больше овцой, так как это стоит ему не только будущего или его мечт, но и в буквальном смысле жизни. Он побеждает свою наивность, свои страхи и перенимает качество волка, качество Винсента, что в итоге и спасает его. Что делать? Жизнь дерьмо. Ищи пути. Стань гибче. И он говорит с наркобароном уже без оглядки на обстоятельства и виртуозно обыгрывает все так, что, мол, список он был вынужден сам уничтожить, так как за ним был хвост, полиция или федералы. Из-за чего следует, что никакой вины его тут нет. В конечном итоге Макс добивается своего и повторно получает список свидетелей. Вспомните, как он заходил сюда, и теперь как он уходит. Это уже совсем другой человек. Не думал, что тебя выпустят живым. К этому времени полиция и федералы обнаруживают их машину и едут за ними в клуб, там, где должна находиться четвертая цель Винсента. И тут в ночном клубе в толпе из сотни людей Винсент учиняет такой хаос, что всем присутствующим ничего не остается, как в панике бежать. Лишь он, Винсент, как первоклассная машина-убийца, неотступно движется к своей цели. На пути вооруженная охрана, полиция, федералы, но ничто не способно помешать киллеру добраться до своей цели и в своем фирменном стиле ликвидировать ее. Если в прошлый раз Макс стал свидетелем убийства одного плохого парня, то здесь он видит смерть десятков невиновных, которые не имели абсолютно никакой связи с миссией киллера. Эта ситуация заставляет его увидеть крайнюю сторону хаоса со всей ее разрушительной силой. Еще он видит неспособность полиции остановить это, защитить людей и взять под контроль ситуацию. Но то, что окончательно выбивает Макса из колеи, это убийство полицейского,
который поверил таксисту и хотел ему помочь. Но и на сей раз пуля Винсента не промахивается. Макс в таком потрясении, что едва может довести машину. Он увидел, что может произойти в самых темных уголках леса и на что готовы пойти волки ради своих целей. Он буквально почувствовал на себе жестокий закон джунглей, где сильный без раздумий сожрет слабого, если это потребует ситуация. А в этот миг его прежний мир окончательно раскалывается. Винсент же наоборот совершенно спокоен. Его философия делает его таким. Мы затеряны в космосе. Легавый ты, мы. Кому есть дело? Пусть Винсент в чем-то и прав, но он ошибся в главном. Он ошибся в Максе. И ему, Максу, есть дело. И ему не все равно на происходящее. Макс понимает, да, мир не идеален. Да, у него куча проблем и изъянов. Но становиться травматическим социопатом, как Винсент, это не выход. Быть волком, живущим по законам джунглей, это не выход. И теперь он уже не боится об этом говорить. Да ты убогий, братец, недоделанный. Ведь кто-то есть такой, по сути, звереныш, детдомовец. Во всех других людях что-то в них есть, а вот у тебя внутри ничего. В ответ Винсент выворачивает наизнанку главный изъян Макса, осуждая его за жизнь, которую тот уже просрал, будучи в позиции наблюдателя и овцы. Однажды мечта сбудется. Однажды ты проснешься ночью и поймешь, что-то не срослось. Жизнь прошла, а ты уже не молод, не сумел. И с самого начала не было шансов. Ты заталкиваешь мечту поглубже в память, глотаешь пилюли и остаток жизни дотягиваешь под гипнозом дневной телемути. И вот карты полностью раскрыты. Его мать, потом Винсент, и теперь пришло время самому Максу открыто озвучить и, наконец, признать свой изъян. Я не видел себя со стороны. Раньше. А надо было. Пора уж. Красный. Он давит на газ и опасно ускоряется. Винсент приказывает сбавить скорость, но Макса уже не остановить. Он как будто вырвался из своих оков и больше ничего не боится. Винсент еще не понял, что Макс уже не овца, и тем более не наблюдатель. Какой вывод? Я благодарить должен тебя за урок. Раньше-то я не знал про такое. И Макс доказывает это поступком. Перевернув свое такси вверх дном, он освобождается от своей клетки, которая держала его 12 лет. Это знаменует, что прежний Макс умер. Теперь он уже другой Макс. Решительный, спонтанный, другими словами, игрок, вернувший себе контроль над своей жизнью. К тому же он получает свободу и возвращает себе долгожданную безопасность, так как Винсент убегает, чтобы успеть завершить свою миссию. Только вот теперь для нового Макса безопасность – это уже не самая главная прерогатива. Больше того, он готов пожертвовать ею. Ведь раньше Макс думал, что он может сохранить человеческое лицо, просто не участвуя в жестокости. Но теперь до него доходит, что быть плохим не обязательно делать плохое. Достаточно быть безразличным к проблемам другим, не обращать внимания на зло, происходящее вокруг, и не делать ничего, чтобы остановить его. Это невольно делает тебя соучастником этому злу. Осознав это, Макс делает выбор. Он решает остановить Винсента и, наконец, перестать быть соучастником его убийств. Этим он, по сути, хочет доказать, что киллер не прав, что его философия неверна, что людям все-таки есть дело друг до друга, и что наш мир – это не джунгли. Этот выбор становится легче сделать, когда в архиве Винсента Макс случайно обнаруживает, что последняя жертва киллера – это его пассажирка из первой сцены. Энни, адвокат, которая ему очень сильно понравилась. Она даже дала ему свой номер, правда, Макс так и не решился ей позвонить. Он отбирает пистолет у полицейского и пускается за Винсентом. Здание, где находится офис Энни, всего в нескольких кварталах отсюда. Первым до него добирается Винсент. К этому моменту он становится почти терминатором, который охотится за своей последней жертвой. Да, Макс уже не тот простой таксист, что был в начале, но что он может противопоставить такой безупречной машине, как Винс?
Ну, во-первых, у Макса есть номер Энни, и он может ее предупредить. Слушай, Энни, один хмырь, то есть Винсент, хочет тебя убить. Убить! Он пришел за тобой! Правда, Винсент одним ударом обрывает их связь, заодно и свет во всем здании. Но главный козырь Макса в том, что Винсент продолжает считать его овцой, не способной ему навредить. Он не поверил в то, что за столь короткое время Макс смог адаптироваться и измениться. Не тронь ее. Почему? Что ты мне сделаешь? И выстрел Макса показывает, как сильно Винсент ошибся. Макс! Все разрешается в подземке метро, место, которое идеально подчеркивает тему всей истории. Винсент с его профессиональной подготовкой действует методично, а Макс импульсивен. Но именно это дает ему преимущество. Спокойствие и уверенность киллера рушится перед хаотичной энергией Макса. Они вдвоем в изолированном пространстве, где нет свидетелей, нет посторонних факторов, только их противостояние. Этот контекст усиливает понимание того, что это не просто борьба за выживание. Это борьба двух систем ценностей, двух противоположных мировоззрений. Макс! Когда они стреляют друг в друга, мы понимаем, что каждая пуля символизирует их попытку утвердить свою философскую позицию. И хаос, которому служил Винсент, в конечном итоге поворачивается против него самого. Именно в него попадает смертельная пуля, а не в Макса. Монстр проигрывает, и не потому, что он оказался слабее, а потому, что его философия была ошибочной. Его реакция – это смесь удивления и, возможно, принятия этого факта. В его взгляде читается: «Неужели я ошибался?». Вначале Винсент говорил о человеке, умершем в поезде, чью смерть никто не заметил. И теперь он сам повторяет эту судьбу. Это трагический финал для человека, который отвергал любые привязанности, считая, что в этом нет никакого смысла. Думаешь, кто-то заметит? И вот после встречи волка с овцой, как ни странно, побеждает овца. Но только потому, что овца адаптируется, перенимает качество волка, при этом сама не превращаясь в волка. Она превращается в овчарку. Это симбиоз доброты и доверчивости овцы и решительности волка. При этом откидываются их плохие качества, то есть трусливость овцы и жестокость волка. Овчарка – это третий вариант существования, который избрал в конце Макс, поэтому он не одержал победу. Дверь метро открывается, и Макс выходит наружу, в новую жизнь, к более осмысленному существованию. Там, где он уже готов приступить к реализации своих мечт. И эта ночь удивительным образом стала худшей в его жизни, но одновременно и лучшей. Ведь он хотел изменить свою жизнь, и он сделал это. На первый взгляд фильм «Соучастник» кажется обычным боевиком. Однако Майкл Манн умудрился вложить в этот, казалось бы, незатейливый сюжет целую философскую драму. Он задает вопрос, что будет, если столкнуть два противоположных мира, два полюса, нигилист и эскапист, зритель и темный игрок, волк и овца, и в конечном итоге хаос и порядок. Если в начале фильма герой является простым зрителем игры в мяч, то в конце он уже не просто игрок, он настоящий чемпион. Ведь Макс начинает как маленький человек, не способный взять ответственность даже за свою собственную жизнь. Но в конце он приходит к тому, что он готов взять ответственность за идею общества в целом. Метафорически говоря, он становится овчаркой, то есть личностью, не безразличной к проблемам других людей, которая не может не обращать внимания на зло, происходящее вокруг. И этим переставая быть соучастником хаоса. Майкл Манн говорит нам, что мы должны не только адаптироваться к проблемам современного общества, но и бороться с ними. При этом нужно найти баланс между абсолютным следованием моральных принципов и необходимостью агрессии.
Чтобы не скатиться в крайности, то есть не превратиться в волка, живущим по законам джунглей, как Винсент, и не быть слабой и беззащитной овцой, как Макс в начале. Обе эти позиции проигрышные. Главный герой Макс это понял. Винсент, к сожалению, нет. Друзья, кому понравился ролик, ставим лайк и подписываемся. Если у вас есть свои мысли касаемо идеи этого фильма, оставляйте их в комментариях. Пока!